Мы в аэропорту Афин. Сейчас поедем в центр города. Есть разные варианты, как добраться из аэропорта до Афин. Аэропорт находится от Афин в 30 километрах. Это достаточно далеко и достаточно дорого любым видом транспорта. Автобусы ходят круглосуточно. Мы даже нашли вот такое табло с расписанием. Есть всего 4 варианта маршрутов. Нам нужен вариант, который идет до Афин, до центра Афин. Он самый популярный, называется X95. Вот на табло видно, что он ходит примерно каждые минут 15-20, стоить будет намного дешевле, чем метро, 6 евро с человека. Причем обратите внимание, что билеты надо купить до того, как вы сядете в автобус. Как найти этот автобус? Вы ходите из аэропорта, идете направо и сразу, не переходя дорогу, никуда вам далеко идти не надо, сразу где-то там на углу будут автобусы стоять и яркие киоски, в которых продают билеты. А если вам так же, как нам, нужно попасть в центр Афин, то ищите остановку Синтагма. Это площадь и станция метро, и автобусная станция. Пойдем попробуем купить билеты. Так, 6 евро. 6 евро, да. 90, Какой нам? X95. Да, давайте покупай. А деньги-то у тебя? Квест невыполним без денег. Вот мы купили 2 билета. Очень все там просто. Из 4 маршрутов выбираете тот, который вам нужен, покупаете в киоске, где места остановки автобусов подписаны тоже вдоль дороги. Находите, вот нам нужен был X95, мы просто увидели свой автобус, побежали за ним, а вообще можно найти надпись X95, встать рядом с ним. Немножечко, да. Вот. Здесь нет ни кондукторов, никого. На входе специальное приспособление, билетик подносите, пропикиваетесь и все. Очень все легко и просто. По сравнению с Азией, да, сколько раз мы попадали в такую ситуацию, когда сложно было определить еще, куда идти. Здесь есть все указатели, и все понятно, все хорошо. Еще мои 2 копейки. Если вы все-таки поедете на метро, то ориентируйтесь по показателям TwoTrains. Они тут на каждом шагу, синенькие такие. До метро идти чуть дальше, надо будет перейти дорогу, но по этим показателям вы спокойно тоже придете. Не, ребята, мы, конечно, не орел и решка, но тоже есть что сказать. Мы взяли такую очень крутую квартиру. Интересное заселение. Оставляют инструкции. Такой замочек висит внизу, рядом с подъездом. Да, и мини-квест. Вы вводите номер, и выпадает ключ, который вы используете, чтобы зайти в квартиру. Вот. Квартира очень прикольная, здесь все есть, здесь есть кондиционер, есть кухня своя, какая-то даже кофеварка, чайник, Холодильник. И, все, что должно быть как бы в нормальной квартире, все есть. Когда искали, где мы будем жить на букинге, то большая часть предложений в Греции это именно вот такие апартаменты, не отели, а квартиры маленькие. И вот такое заселение, когда ты не коммуницируешь вообще с владельцем этой квартиры, оно здесь очень популярно. Для нас отличный вариант, не надо общаться с людьми. По почте списался, очень классно. В самом центре 5 минут от автобусной остановки, мы дошли очень быстро. Очень удобно, классно, рекомендуем. Это дешевле, чем отель намного. Сегодня первый день, мы пошли в Акрополь по пустынному утреннему городу. Вот, если вы хотите посмотреть на город без туристов, то вставайте в 6 часов утра. Может, еще даже и не открылся, даже ни разу. Он с 8. Фак. Что вы на это скажете? А мы сейчас сходим тогда вот тут рядышком парк, посмотрим его пока.
рядом с Акрополем. Мы пришли пораньше, совсем пораньше. Вот это гора Акрополь, на которой находится Парфенон. Мы ждем, пока откроют вход, чтобы туда попасть. И пока рассматриваем вот красивые здания рядом. Прямо рядом с Акрополем внизу находится музей Акрополя. Все очень рекомендуют в него сходить, потому что в музее Акрополя реальные вот эти древние статуи сохранены. Кстати, если вы хотите посмотреть сразу несколько достопримечательностей, здесь есть билет единый за 30 евро, который вы можете использовать для того, чтобы посетить несколько мест. По-моему, их 6 или 7. Но мы их все посещать не будем. Нам интересен только Акрополь, Парфенон и греческая агора. Все остальное очень сильно разрушено, и мы туда, наверное, не пойдем. Мы идем пешочком. Мы зашли на территорию парка Акрополя. Да. Он стоил 10 евро на человека. Открылась вся эта богадельня в 8 утра. Но с билетами мы ничего не поняли. До открытия вот этот большой баннер висит, на нем написано 20 евро и 30 евро за комплексный билет. А в кассе при покупке нам сказали 10 евро. Театр Диониса. Эстерн Парадос. Вот он, смотри, театр Диониса. Здесь проходили представления внизу. На вот этих возвышенностях сидели зрители. Смотри, там даже какой-то VIP-стульчик, видишь? Я думаю, он не сильно удобнее. Ты пришел на представление. Вот еще один старый театр, но он намного больше, чем театр Диониса. Его восстановили уже до такой степени, что в настоящее время он используется по назначению. Здесь проводят представления разные, собирают людей. Ну, он и так, в принципе, собирает людей. Даже если вы пришли в Акрополь рано утром, все равно это не означает, что вы попадете сюда один. Здесь дофига людей. Но вид, конечно, открывающийся отсюда очень крутой. Как видите, греки восстанавливают свои исторические здания. Они заливают определенные куски, которых не хватает, которые разрушены полностью, новым мрамором. Есть части, которые они находят на земле, поднимают и выставляют обратно на свое место. А есть те части, которые разрушены до основания, их вообще нет. Они их делают заново. Вот, а также чистят мрамор от налета всяческого и грязи. Создается ощущение, что Парфенон все время строится или там что-то делается, но на самом деле здесь проходит огромная работа архитекторов, огромная работа историков и реставраторов. Советую всем посетить. Очень-очень крутой вид на все Афины открывается. Тут просто панорама 360 градусов. Конечно, то количество людей, которые начинают приходить после 10 часов, это просто какая-то жесть. Народ прибывает и прибывает, и в конца и края ему нет. Видно, что это везут экскурсионные автобусы откуда-то из курортных городов. Очень много людей. Да, людей просто тьмущая. После прогулки по Акрополю мы отправились в музей Акрополя, расположенный неподалеку от выхода. Музей спроектирован таким образом, что вся конструкция здания поддерживается колоннами над археологическими раскопками, не повреждая их. На первом этаже можно увидеть часть раскопок и понаблюдать на них через специальные стеклянные окна или открытые площадки. Музей содержит оригиналы большинства наиболее значимых находок. Помимо этого, из музея открывается прекрасный вид на Акрополь. Гуляя по Афинам, однозначно стоит посетить такое событие, как смена почетного караула у здания греческого парламента. Атмосфера в высшей степени торжественная.
Ребята молодцы, стараются. Видно, что быть евзоном в греческой армии почетно и не стыдно. Афины – очень разношерстный город. Вот ты идешь в центре, красивые здания, оранжевые померанцы косят под мандарины, а на лавочке рядом с этим великолепием спит бомж. На одной улице могут готовиться съемки голливудского фильма, а на соседнее оборудование для этих самых съемок могут запросто украсть, а стены будут исписаны многочисленными тегами никому неизвестных и очень плохо рисующих уличных художников. Мы же сошлись на мнении, что находиться в Афинах больше 3 дней будет очень скучно, поэтому отправились в 3 места – на мыс Сунион, в Метеоры и на остров Тира, больше известный как Санторини. Обо всем этом в наших следующих видео. Обязательно подпишитесь на канал «Хочу в 100 стран», чтобы не пропустить кучу интересной и полезной информации. До скорого!